Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вебинар по продвижению сайтов, и я рад представить вашему вниманию Артема Кукшинского. Артем, привет! Привет, С днем свадьбы тебя еще раз поздравляю. спасибо большое. Очень круто, это новый этап жизни, очень такой ответственный и классный. И о чем ты нам сегодня расскажешь? Я сегодня расскажу про автоматизацию PBN, о Мгм. том, а, какие там есть вообще автоматизации, какие нужно использовать, а какие нет, в каких шагах нужно автоматизировать, а в каких вот лучше не трогать и оставить как есть. И это на самом деле только часть лекции будет про это, а еще поговорим про важные особенности PBN, которые многие забывают, и всяких фишечки, кейсы еще покажу. Короче, такая сборная солянка из много всего, но все будет интересно. Все пытался упаковать красиво, со скринами там, с картинками, максимально весело, чтобы было. Вот коротко так. Отлично, ну все, тебе слово, нам уже не терпится узнать какие-нибудь Мгм. интересности. Давай, слушаем тебя Да, внимательно. спасибо. А, Так, собственно, расскажу, кто я. Меня зовут Кукшинский Артем. Я в SEO с 2019 года. Работал хедом в разных компаниях за рубежом, и в российском рынке, и в зарубежном, США, Европа, Африка. Разные ниши, гемблинг, белые ниши. И также я еще основал компанию в Питере nimbus10.ru. Вот, сам тоже SEO там занимался, сайт в топ выдвинул, все позиции там в Москве и Питере топовые занимает сайт. Вот, но я решил на этом не останавливаться и решил, что мне SEO очень нравится, и я пошел дальше и пошел на разные зарубежные рынки. Вот, выступаю на SEO-конференциях, рассказываю про домены, про дропы, про PBN. И также у меня есть команда, с которой мы разрабатываем PBN, ищем и выкупаем сильные домены. Вот, это если коротко. Занимаюсь этим почти 7 дней в неделю. Если честно, у меня как будто личная жизнь в какой-то момент закончилась. Но настолько, на самом деле, увлекательны все эти домены, все это SEO, и все меняется постоянно, и так интересно за этим следить. Поэтому вот я этим постоянно занимаюсь. Немножко про план лекции сегодняшней. Будет всего 8 поинтов. Первый – это я расскажу, что такое PBN в моем понимании, зачем она нужна, какие у него этапы создания есть, какие там возможности автоматизации, какие футпринты бывают, если вы автоматизируете неправильно. Поговорю про важные советы дам и покажу кейсы, прям реальные скрины из ГСК, дропов, которые я использую под PBN, под разные другие задачи. И в конце ответим на вопросы. Вот. Еще вопрос, Миша, скажи, есть какое-то ограничение по времени или все равно? Технический лимит 10 часов. Ну, сколько удобно, столько рассказывай, никаких лимитов Я нет. понял. Хорошо. Окей, начнем, пожалуй, тогда с самого первого. Все, наверное, знают, что такое PBN, но, может быть, кто-то новенький, кто-то не знает, и я вот хочу рассказать вот в моем понимании, что такое PBN. Вот в классическом смысле, вот я прям скопировал из Гугла, что такое PBN. Приватная сеть сайтов, созданная для искусственного наращивания ссылочной массы и повышения позиций сайта в Гугле. Вот, это такое классическое понимание. А в моем понимании PPN – это домены и то, как мы их используем для SEO. Это намного более обширное понятие. Мы можем и сетку делать сайтов, а можем один сайт использовать и на нем там магические штуки какие-то делать. Можем клеить домен, можем на нем прям мани-сайт сделать. То есть столько разных стратегий, их очень много, поэтому я вот слово PBN в этом спиче, в этой лекции буду использовать как такое более обширное понятие. Вот. Собственно, как раз-таки то, что я говорил, стратегий много, оно разнообразнее. Можно использовать домен для трафика, собирать прямо на нем трафик, на выкупленном домене. Можно подклеить, можно делать там блоговый PBN. Вот это классическое понимание PBN, когда мы делаем блог, ставим ссылки. Вот. А можно использовать домен, прям целый домен, только как главную страницу. Залить туда лендинг и собирать трафик на главную, потому что у Гугла к главной странице отношение вообще отдельное. Она всегда в индексе,
она собирает максимальный ссылочный вес, накапливает. Поэтому в многих стратегиях, там в беттинге, в гэмблинге, используют такую стратегию, как покупают домен, на главную заливают лендинг, туда ссылок, и он в хорошей позиции занимает и собирает много трафика. Вот. И еще одна стратегия – это можно выкупить домен и на нем сделать прям мани-сайт. Полноценный, там и автора сделать, и работать над сайтом прям как какой-то там дешевый сателлит, а прям полноценный сайт. Вот. Зачем нужна PBN? Ну, кто-то может сказать, зачем мне вообще PBN, я могу там на биржу ссылки покупать, еще что-то. Так вот, ответ, PBN нужна для всего. И для трафика, и для ссылок, и для лидов, и топов. А, По сути, PBN – это манипуляция доменами в своих целях. Это я так вижу. То есть вопрос, зачем нужна PBN, для меня это то же самое, что спросить, а зачем нужны сайты и ссылки. Потому что, по сути, PBN – это вот все из этого. Вот. Какие есть этапы создания PBN? Значит, первый этап – мы ищем домены, выкупаем их. Второй этап – мы создаем сайты на WordPress. Почему на WordPress? Потому что потом нам нужно публиковать статьи, а удобнее всего это автоматизировать через WordPress. Третий шаг – это генерация, публикация текста. Четвертый шаг – представление ссылок. И пятый шаг – это аналитика. Итак, какие этапы можно автоматизировать? Поиск и выкуп доменов на самом деле полностью автоматизировать невозможно. То есть этот шаг, он настолько, там много внутри шагов, что полностью автоматизировать это невозможно. Можно автоматизировать поиск доменов там с помощью программ, но прям от поиска до покупки, чтобы вот так вот кнопочку нажал, у тебя завтра 10 классных доменов, к сожалению, такого еще нет. Конечно, вы можете просто найти какие-то домены и купить их за один день, 10 доменов, но, скорее всего, это будет 10 очень плохих, ужасных доменов. И все остальное, по сути, все остальные шаги, этапы можно автоматизировать. То есть там в любом случае будет ручная какая-то работа, там в любом случае нужен будет человек, но это будет в разы быстрее, чем полностью делать все руками. Вот. Поэтому как раз-таки перейдем к первому этапу, это поиск и покупка доменов для PBN. Первый способ – это Spamzilla, такой софт, который ищет домены. Второй способ – это использовать программу FoxWhois, которая показывает, когда домен освободится, на каком он регистраторе. И третий способ – это на самом деле, посмотрите мой прошлый эфир, он был полностью посвящен тому, как искать домен. Там рассказывается, прям, как искать, где их искать, как отличить хорошее от плохого. Там прям полностью весь эфир посвящен этой теме. Поэтому здесь я не буду на это отвлекаться. Посмотрите и узнайте. Вот. Spamzilla для поиска доменов, она полезна тем, что вот, как и в прошлый раз я рассказывал, там можно искать домены по ключевым словам, по доменам, то есть в ссылочном, и выбирать, на аукционах этот домен лежит или в свободном доступе. Здесь важная оговорка такая, что я в прошлый раз не сказал, что вы вот можете, например, искать какой-то домен, и вы думаете, что вот мне нужен домен про вот для беттинга, там, ну, спорт какой-то, там, футбол, напишу там ключевые слова футбол, спорт, волейбол, и вам покажется там, ну, 10-20 доменов. И, соответственно, это очень узкий такой момент, поэтому лучше расширять максимально семантику. Если вы хотите определенной страны найти домен, пишите в эти keywords просто топ-20 слов на, не знаю, на арабском языке, и вам точно найдутся арабские домены. То есть смотрите шире на эти опции, подумайте, как вообще можно их использовать, потому что тоже стратегий много. Чем как бы умнее подойдете к этому вопросу, тем проще будет найти подходящий домен. Второй момент – это вот у нас есть FoxWhois программа, скрин как раз с моего софта, тут даже я не потер логин, но не страшно, это моя почта. Вот тут, например, я собрал 12 тысяч доменов по переездам в США. То есть у меня есть один клиент, он занимается переездами в США, и там вот очень много доменов. Я спарсил выдачу Гугла за последние полгода вроде. То есть я спарсил сайты, которые были в топ-50 полгода назад.
Соответственно, там большая степень вероятности, что какие-то из них будут освобождаться или уже освободились, или уже на аукционе. Соответственно, я их сюда загнал в эту программу, я нажал типа старт, он все это проверил и показал мне там, когда что освобождается. На самом деле, вот программа FoxWhois, она классная, но минус в том, что, ну, вам показалось, что вот кучу доменов, там вы нашли, там, допустим, 100 доменов, освободятся там через месяц. Но где они освободятся, это уже совсем другая история, потому что они могут быть на одном аукционе, на другом, на третьем. Узнать это со стопроцентной вероятностью практически невозможно. Поэтому тоже придется повозиться. Я беру домены, которые освобождаются там в ближайший год, и их уже переношу там на другие инструменты, там в GoDaddy анализ доменов, Namecheap, еще что-то. И таким образом можно уже проверить, а где именно я могу купить этот домен. Потому что в отличие от российского рынка, за рубежом очень много разных аукционов, нету одного какого-то стандартизированного аукциона, где будут все .com домены лежать. Поэтому найти, где именно этот домен, тоже та еще задачка. Вот. Давайте, наверное, от себя добавлю, что есть еще третий способ поиска доменов, но он более сложный, потому что нужен свой софт. Я сейчас как раз, вот у меня есть свой скрипт, который помогает искать домены под определенную страну с помощью там API, с помощью парсинга. Я просто могу туда загрузить 30 тысяч доменов, написать в свой скрипт, типа, покажи мне там домены, которые есть ключи из США. И он мне, хоп, показывает там, вот 500 доменов, у них есть ключи из США, они лежат на GoDaddy. Я просто захожу, анализирую через Ahrefs и уже выкупаю на GoDaddy. То есть это в разы вообще ускоряет поиск и анализ доменов. Это мега классный способ. В целом, я думаю, кто знаком с чатом GPT, может себе такой софт сгенерить. Вот. Следующий этап – это создаем сайты на WordPress. Этот этап тоже можно немножко автоматизировать с помощью кода. Завайп-кодить сайт можно, скормив туда разные темы и шаблоны WordPress готовые, руками там задать ему настройки. Но в любом случае придется настроить WordPress, то есть придется там плагины поставить, безопасность обязательно нужно поставить. И еще очень важно это, чтобы на каждом сайте у вас набор плагинов отличался. Потому что если набор плагинов будет везде одинаковый, это тоже считается как футпринт для Гугла. То есть он уже будет понимать, что эти сайты, скорее всего, одному человеку принадлежат. Вот. И, собственно, Клод очень нас выручает. Мы не используем его полностью, то есть мы не пишем его «сделай нам сайт» и потом грузим это на прод. То есть мы его все-таки используем как дополнительный инструмент, но все равно ручная работа предусматривается, чтобы все сделать не коряво и ужасно, и чтобы взломали нас индусы на следующий день, а мы делаем так, чтобы все было хорошо и все работало. Вот. И в день программист в целом может сделать 3-4 сайта. Вот здесь скорость не важна, то есть там не нужно в день 100 сайтов делать, потому что, ну, это с хорошие домены, в любом случае их немного. Нам не нужно работать с большим объемом сайтов. Нам нужно найти очень хорошие, их собирать как бы в небольшом количестве. Также восстановление сайтов. То есть если мы не хотим делать WordPress, а у нас цель, например, собирать трафик, восстановить сайт, то мы используем этот способ. Например, есть два варианта. Первый – это выкачать сайт с помощью Wayback Machine Downloader. На GitHub есть этот софт, он просто скачивается, и вы получаете файлы голый HTML любого сайта, который не закрыл доступ для веб-архива, потому что есть такие, которые закрывают. Вот, и у вас получается просто файлы, и с ними уже потом надо работать. То есть нужно их загрузить на хостинг, поднять сайт, и там все будет, скорее всего, криво-косо и ужасно. И вам придется программисту это все восстанавливать, все это красиво переверстывать, чтобы выглядело как-то более-менее по-человечески. Вот. И второй вариант восстановления – это использовать готовый софт Archivarix. Вы туда просто вставляете ссылку на сайт, он пишет, сколько там файлов, и пишет вам цену. Вы перечисляете им деньги, и какое-то время они скачивают сайт. То есть там бывает, что ты можешь и неделю ждать, пока сайт выкачается. Вот. Но плюс Archivarix в том, что у них есть настройки.
удобные, по которым там можно, например, битые урлы сразу вообще убрать, чтобы их не было в структуре сайта. Поменять там структуру под ваши требования. То есть там есть много настроек перед скачиванием, то есть таких преднастроек, которые очень сильно упрощают работу с доменом в конечном итоге. Вот, поэтому Archivarix тоже классная тема. Следующий момент – это генерация статей. Получается, этот этап можно автоматизировать, очень даже классно. Есть два варианта, которые лично я использую. Это первый вариант, это XGPT Writer, это такой софт для массовой генерации статей. Там можно 10, 20, 100 штук, хоть 1000 статей сгенерировать, вообще не важно количество, и он генерирует по разным параметрам. То есть вы можете прям написать ему 10 ключей, и он 10 статей сделает просто на основе этих ключей. Можете прям ТЗ дать, можете указать главный ключ, можете LCI указать, можете прям целую структуру статьи ему дать, то есть входных данных очень много, на которые он генерит. Он и картинки добавляет, и ссылки на авторитетные источники, и самое важное, он еще может добавить ссылку на, собственно, ваш money сайт. То есть у вас есть PBN, вам нужно там 20 ссылок со статей, и вы прям в эти статьи уже вставите, какой анкор вам нужен, какая ссылка, и в XML формат он сделает экспорт статей, и XML формат очень классно дружит с WordPress, и очень легко туда экспортируется. То есть этот софт вообще супер классное решение для такой быстрой генерации статей. Вот. Но у него есть тоже свои минусы. Например, статьи на самом деле не супер хорошего качества. Над ними нужно работать, нужно делать промпты, то есть писать хороший промпт, чтобы статья сгенерировалась хотя бы чуть получше. Но ручных настроек прям генерации там мало. То есть в любом случае до супер классного качества статей вы не дойдете, а тем более сейчас с апдейтом Гугла он еще лучше находит сгенерированные статьи, ну, точнее, статьи плохого качества. Вот. Поэтому, ну, короче, нужно пользоваться, но разбираться с ним. Вот. И второй вариант, на самом деле, это вот самый хороший вариант, самый такой профессиональный и правильный, это создать свой генератор с более сложной системой и несколькими шагами генерации, чтобы он проверял текст, который он генерирует, чтобы можно было ручные настройки вбить, показать, как ему писать статьи, как ему заходить на сайты. То есть вот я сейчас с одним клиентом использую такой вариант, то есть у нас есть софт, которого мы обучаем, в котором мы пишем, там, заходи на эти сайты, на те, там, вот там парси эту информацию, используй ту. И такими вот несколькими путями, несколькими шагами он делает реально стоящую классную статью, которая собирает трафик. И вот после апдейтов, я смотрю сейчас в аналитике, эти статьи не упали. То есть, соответственно, они хорошего качества. Вот. Когда мы статьи сгенерировали, нам нужно как-то их опубликовать. Я вот тоже столкнулся с такой проблемой, что у меня вот, допустим, сетка из 100 сайтов, ну и заходить в каждый сайт руками, логин, пароль вбивать, там, загружать статью, ну это можно с ума сойти. Вот, поэтому, поспрашивав все возможные SEO-чаты, наткнулся на такой момент, что все советуют Zebroid. Вот, это такой софт, который помогает публиковать массово статьи на WordPress сайты. Там вообще разные сайты, но я, поскольку работаю с WordPress, и, наверное, 80% людей работают с ним, там вот есть экспорт в WordPress. Вот, как там все работает? Вы загружаете эти 20 статей, вот, например, скрин из моей программы, я загрузил сюда 20 статей, которые сгенерены были через XGPT Writer. Затем нужно в эту программу Zebroid добавить свои сайты, то есть нужно добавлять их через WordPress REST API. Это все создается за 30 секунд. Заходите в админку WordPress, делаете WordPress API, у вас появляется вот этот специальный пароль, который вы в эту программу вбиваете. И через WordPress REST API эта программа заходит, собственно, на сайт и делает публикацию. Вот. Также очень важная тема – это то, что можно выбрать дату публикации статей. То есть, чтобы не спалиться,
и не постить вдруг на всех сайтах в одну и ту же секунду 100 статей, что будет достаточно подозрительно, я настраиваю автодату. Там можно выбрать, с какой периодичностью будут выходить статьи, в какую дату, в какое время, и так будет максимально вообще беспалевно. Также эту программу можно добавить некоторые настройки, чтобы она делала не с вашего IP, а с разных IP. Таким образом, тоже будете обходить защиты всякие клауда, защиты WordPress, потому что эта программа, ну, скажу вам честно, я с ней помучился знатно, потому что э, я добавлял сайты, я нажимал публикацию, и там опубликовалось там на 2 сайтах из 20, потому что программу блочили, и хостинги блочили, и клауд блочил, поэтому нужно white-листы добавлять, нужно вообще общаться с поддержкой, не бояться этого, максимально все у них узнавать, читать инструкции к программе, потому что, ну, там настройка специфическая, не так вот, что нажал и все. Вот. Но она экономит очень много времени, то есть реально намного проще, чем заходите руками и все публиковать. Вот. Собственно, есть программа Zebroid, но также вы можете и свой скрипт написать, то есть если у вас есть толковый разработчик, вы можете и свой скрипт, тоже используя WordPress Растапе, написать, который будет публиковать вам статьи на ваши сайты. Вот. И, соответственно, автоматизация проставления ссылок. То есть вот статьи мы написали, как мы поняли, через XGPT Writer можно прям сразу внедрить статьи, нужные нам ссылки, и они уже будут в статьях. Вот. Там можно и анкоры написать, и можно несколько анкоров. Но вот суть в том, что этот софт, он иногда просто не публикует ссылку. То есть нужно проверять. То есть нужно прям вот представьте, вы 100 статей опубликовали, вот вам нужно в каждую зайти, проверить там наличие этой ссылки, там ли она стоит, есть ли она вообще. Вот. Поскольку это не очень весело, я, к счастью, использую вот наш софт, который всегда вставляет ссылку, то есть он всегда это делает. Э, Я всегда в нем уверен, 20 статей опубликовал, 20 ссылок, значит, у меня точно есть. Вот. Я общался с разработчиком XGPT Writer, я указывал на эту ошибку, но, к сожалению, решить ее не получилось. То есть, не знаю, может быть, в будущем получится, но как бы разработчик старался, но вот особенность и генерации, что она может в какой-то момент просто забить на то, что ссылку ты просил указать, а она не указана. Вот. Соответственно, когда ссылки нету, то и толку от такой статьи тоже нет. То есть вы впустую, у вас есть там трастовый классный сайт, и вы думали, ну вот с него ссылочка сейчас будет, а оказывается, что с него ссылочки нет. Вот, такой вот аспект. Также не забываем, что ссылки с главной, их можно ставить руками или можно автоматизировать через плагины, через JavaScript, через скрипты. Спросите вашего прогера, он это может сделать, может настроить, потому что ссылки с главной важно, мы про это позже тоже поговорим. И четвертый момент – это нужно всегда вести учет ссылок. То есть вот у вас есть сетка, у вас есть клиент, я всегда вбиваю, вот откуда мы поставили ссылку, куда мы ее поставили, какой анкор и дата простановки ссылки. Потому что таким образом я узнаю потом, когда что-то выросло, я могу проверить, ага, а когда я ссылку поставил, сколько времени прошло, а там какие ссылки я ставил, какие анкоры. Это очень важно для последующей аналитики. Вот. И также проверяйте, зашли ли статьи эти с ваших PBN в индекс. Потому что если они не зашли, это то же самое, что их нету. Вот. Для Гугла они не существуют. Это тоже важно проверять, потому что вот вы 10 статей запостили, проверяйте через там неделю, через пару дней. В идеале они на самом деле и на следующий день зайдут в индекс, если сайт хороший. Вот, проверяйте, смотрите, анализируйте, и так вы будете понимать еще и качество генерации текста. То есть, когда вы только начнете генерировать статьи, вам нужно понимать вообще, насколько они хорошие, не только методом вычетки первичной, но и потом смотреть, а насколько долго они в индексе лежат. Если вы видите, что они из индекса потом вылетают, ну, значит, меняйте промпты, меняйте и агента,
чтобы у вас статьи были получше. Вот. И последний этап – это аналитика. То есть, когда мы сделали сетку сайтов, я ее, например, анализирую через Ahrefs. То есть я вбиваю туда все эти сайты и смотрю, где пошел трафик, где, может, ключи какие появились. Если вижу, что какой-то сайт прям бустанулся, я сразу ему Google Search Console делаю. И затем я уже смогу более точно, то есть я могу максимально точно посмотреть, какие запросы у меня поднялись, какие страницы выросли, и уже качать конкретно эти запросы. Вот. Google аккаунт покупаем через магазин, делаем профиль под него в инкогнитон. Вот. Инкогнитон – это браузер анонимный, там можно создавать кучу профилей, то есть как бы кучу браузеров внутри браузера для соблюдения анонимности, чтобы вот Google не спалил, что один и тот же человек использует там несколько Google Search консолей. Вот. И второй вариант, если вы не любите все эти браузеры анонимные, просто заходите в Firefox, в инкогнито режим и заходите там в свой Google аккаунт. Вот. Метод не очень хороший с точки зрения того, что IP у вас не меняется, поэтому с этим лучше не борщить. Вот. Соответственно, регулярно проверяем индексацию, например, speedy-индекс бот в Телеграме, и ключи и трафик проверяем. То есть все время смотрим, что там у нас с доменами, что происходит, потому что по-разному бывает. Бывает, месяц лежит, ничего нет, а потом хоп, он взлетел, там у него показы, просмотры, клики, а вы забыли вообще, что у вас такой сайт был, что он у вас существовал когда-то. Вот такое тоже бывает. Поэтому важно все проверять. Футпринты при автоматизации. Собственно, можно очень сильно заляпать историю своих действий для Гугла, поэтому особенно при автоматизации это очень легко сделать, потому что там, по сути, осуществляются повторяющиеся действия. Вот. Например, когда вы создаете сайты, не делайте одинаковые сайты. Звучит логично, но даже если вы скажете об этом программисту, он не поймет, что если у вас сайт был зеленый, а потом у вас появился сайт красный, то это не значит, что это другой сайт. Вот. То есть там нужно все менять, нужно менять структуру, нужно менять дизайн, нужно, чтобы сайт не только визуально выглядел по-другому, но и с точки зрения кода выглядел по-другому. Также даже одинаковый робот может быть принят как футпринт. Вообще, если у вас паранойя, то, я думаю, вообще любая, любая тема может быть принята футпринтом, поэтому тут можно с ума сойти на самом деле. Но я на всякий случай роботы все равно уникализирую. Я там закрываю, понятно, всех возможных ботов, всех возможных сервисов, чтобы особенно в конкурентных нишах конкуренты не анализировали, максимально не анализировали мой сайт в моей PBN. В Европе, например, это очень отлично делают конкуренты. Я вот видел сайт в топе, например, в Польше. Я зашел в Ahrefs, вбил, и там написано 0 сайтов в ссылочном. Вот. Что на самом деле неправда, просто они настолько классно скрывают свое ссылочное, что в Ahrefs везде по нулям стоит. Вот. Футпринт также то, что все тексты на разных ваших сайтах, по сути, сгенерированы одинаково, там либо темы одинаковые, картинки одинаковые, и агент вы использовали один и тот же, структура в статьях одинаковая, ссылаются они на одни и те же сайты, то есть вот это лучше тоже учитывать. То есть можете менять агентов, там это в GPT-райтере легко делается, можете там менять, хоть каждый день себе нового агента делать. Новую ишку использовать, разную структуру там по размеру статьи, там где-то картинки, где-то видео, темы меняйте, то есть максимально все, конечно, лучше менять. Вот, например, в XGPT-райтере это все-таки в любом случае сложно будет делать. В своем софте это уже проще, потому что я там задаю промпт, что, мол,
ты пишешь статью как 20 разных авторов. То есть у одного там такой-то стиль написания, у второго такой-то, там зовут тебя так-то, ты вот в одной стороне, ты в третьей. То есть настолько все максимально уникализируем, чтобы вообще не было никакой связи между этих статей. Вот. Также идентичные анкоры, если постоянно одни и те же анкоры на всех сайтах, тоже, ну, может быть палевом. И везде, на всех PBN-ках вы ссылаетесь на один и тот же money-сайт. Тоже это не очень хорошая история. То есть постарайтесь менять money-сайты, постарайтесь делать статьи без ссылок на money-сайт вообще. То есть не нужно делать каждый раз статью и всегда money-сайт, всегда money-сайт. Постите статьи просто информационные, без ссылок на ваш сайт. Пусть там будет ссылка на Википедию, на Forbes, там еще на что-то, но только не на ваш money-сайт. Вот, разбавляйте сетку. Так, важные советы. Вот тут мой специалист в моей команде также, это моя собака Алан. Она также следит за сеткой сайтов, и сейчас послушаем советы. Не забываем про SEO. То есть тоже не хочу вам как бы говорить, что PBN вот спасет ваш сайт, и вы улетите в топ вообще за секунду. То есть это будет неправдой. PBN – это не волшебная таблетка. Над money-сайтом вам в любом случае нужно работать. Нужно качать его трастовыми ссылками, гест-постами, и тогда PBN отработает намного лучше. Потому что у меня будет дальше кейс, где слабые сайты с PBN могут вообще не отработать. То есть если ваш сайт нулевой по трасту, у него там очень слабая ссылочная, а ваши конкуренты там сильные, то ссылки с PBN они могут вообще не дать ничего абсолютно. И это будет нормально, потому что нужно качать главную страницу, нужно качать траст хорошими ссылками, хорошими там каталогами, отзывиками, там, если вы в этой сфере бизнеса, например. Поэтому чем лучше сайт на старте, тем лучше у него эффект будет отсылок. Это также я вам покажу в кейсах. То есть, например, вот Proof, Screen, достаточно свежий проект. Это Геоафрика, тематика гемблинг. Сильный домен был на старте, это бывшая СМИ. Причем домен лежал, наверное, год вообще, даже полтора, наверное, у него вообще не было ничего. То есть он просто был мертвый, у него не было страниц, то есть он просто был домен в магазине, который никто не покупал, вообще ничего не было. То есть кто-то, наверное, скажет, ну такой не надо покупать, зачем? Но у него были сильные ссылки, то есть это был местные СМИ, у него были ссылки с крутых вообще новостников, там раньше эфиры всяких каналов были на этом сайте. То есть сайт реально, домен реально крутой. Что мы сделали? Мы ничего не восстанавливали, никакие страницы. Мы немножко сохранили как бы внешний вид, поменяли там логотипы, чтобы за авторское право не прилетело. И мы как бы сделали, что это, ну, как бы это СМИ, но немножко там логотип другой, и это СМИ вот раньше было одно, а мы теперь про спорт пишем вообще-то и про беттинг. И начали писать туда статьи, начали ставить ссылки с PBN, работали над сайтом, то есть мы прям money-сайт настоящий был, ну и есть сейчас. Мы сделали автора, сделали там страницу автора, страницу о нас, контакты, там адрес добавили. Все максимально сделали как настоящий сайт. И как вы видите, там частенько мы собирали там по 800, по 1000 человек в день, что для с этой страны в Африке очень даже хорошие показатели. Тем более это был максимально релевантный трафик. То есть это не какие-то информационные статьи были, это прям вот максимально люди, которые зашли сделать ставку на спорт. Вот. Поэтому конвертировало все, поверьте, тоже очень хорошо. Соответственно, это случилось потому, что я молодец, это первое. А второе, потому что сайт уже на старте был хороший, то есть он уже был сильный. Вот. Второй совет – это делайте нормальную безопасность. То есть сайты на WordPress взламываются вот, ну, по щелчку примерно, если не постараться. То есть один из самых простых советов – это меняйте стандартную страницу входа, потому что боты, которые
подбирают пароли, они всегда тычутся именно в эту страницу. Когда у вас страница входа уникальная, они не знают, как в нее войти, они не знают этот URL, поэтому они не смогут подбирать пароли. Это уже намного упрощает вам, во-первых, количество запросов к серверу, которое бывает такое большое, что вас хостинг письмо пишет, что мы сейчас вам закроем сайты, если вы не остановите этот поток запросов. Вот. Делайте сложный логин и пароль у сайтов. Тоже важно, не делайте простой, потому что это все подбирается быстро. Ставьте хорошие плагины защиты. В WordPress они есть, и их есть много. Не ставьте одинаковые на все сайты, пробуйте разные. Но имейте в виду, что эти плагины защиты иногда будут банить Zebroid. То есть иногда они просто будут ему закрывать доступ, и вы не сможете публиковать статьи. То есть тут тоже палка о двух концах. Ну и, конечно же, Cloudflare ставим тоже для безопасности. Тематика статей на доменах. Я вот люблю, например, не отходить от темы домена. То есть я покупаю разные домены, иногда это прям тематичные, то есть там у меня есть сайт про регби, есть сайт про футбол, есть там про спортивные какие-то тематики. Я вот стараюсь не отходить от этой темы, то есть я вот на этот домен всегда публикую тематичные статьи, потому что они всегда в индексе, они всегда идеально подходят этому сайту, и это такая вот для меня личная моя стратегия, которая вот помогает оставаться вот на плаву. Вот. Отхождение от тематики, оно частенько убирает вообще статьи из индекса. То есть если у вас сайт про футбол, и вы там хоп написали, какие классные грабли для сада можно купить, ну, это, скорее всего, вылетит из индекса просто сразу и не зайдет туда никогда. Поэтому старайтесь объединять тематику вашего дропа с тематикой мани-сайта. Также не пишите в лоб статью под ваш мани-сайт. То есть это вот реально, я тоже понял это на самом деле не сразу, просто понял это с опытом, что не нужно писать прям вот если вы продвигаете казино, там писать статью про то, какое это казино классное. Напишите статью про там топ футболистов там за последний год. И в этой статье можно очень даже нормально, нативно вставить ссылку на какое-то казино или на какой-то беттинг. Вот, или если в белой тематике вы делаете, тоже не пишите прям вот про вашу тематику там. Если вы переездами занимаетесь, ну, напишите статью там, я, например, так делаю, написал статью там, как, сколько, например, чаевых оставлять муверам, то есть ребятам, которые вам перевозят вещи. Там, или какое расстояние там от штата Флорида до штата там Иллинойс. Короче, пишите максимально что-то такое простое, информационное. Я вообще как делаю? Я беру низкочастотные запросы, где мало конкуренции, но есть трафик. И по таким запросам можно в какие-то позиции занимать, какой-то даже иногда трафик собирать. Вот, делайте так. Также не забываем про ссылки с главных. То есть вообще, как я и говорил, главная страница сайта – это вообще самая сильная страница, которая у него есть. То есть там сконцентрирован обычно весь ссылочный вес. Поэтому важно с них ставить ссылки на ваши мани-сайты. Причем важный момент, вы можете поставить и потом посмотреть вообще, что случилось. То есть дало ли это какой-то буст. Бывает так, что вы поставили ссылки с главных, но ничего не произошло. Поэтому нет смысла оставлять эти ссылки. Соответственно, бывает так, что просто один домен не отработал. То есть конкретно вот этот домен или вот эта страница, которую вы хотели продвинуть с помощью ссылок с главных, вот она не поднялась, и это нормально. Просто можно убрать эту ссылку, поменять на другую, и вы заметите, что другие ссылки отрабатывают, что на другую страницу или на другой домен вполне себе ссылки работают. Поэтому это все такое дело очень
наживное, все нужно проверять, анализировать, переделывать. То есть ссылки с главных — это такой инструмент, который вы в своей сетке PBN будете использовать постоянно. То есть вы поставили, потом она отработала, там страницу собрали трафик, она упала, убрали, потом на другую страницу поставили, и все это нужно вот регулярно менять. То есть такая стратегия. И также вот такой совет, как неочевидные места покупки дропов, ну, покупки доменов. Мониторите разные аукционы, да, вот как я в прошлом эфире рассказывал, что аукционов много, самый популярный GoDaddy, но на самом деле их очень много. То есть иногда у каждой страны там есть вообще свой аукцион доменов. Есть магазин доменов типа seo.domains, там постоянно добавляются домены, можно купить там реально классный домен, да, они бывают стоят там по $1000, по 10 тысяч. Цены там разные, там и за $500 бывают хорошие сайты. Вот, например, тот сайт под Африку, который я показывал, раскрою вам секрет, он стоил $600. Вот, то есть, и что на самом деле для такого домена очень мало. Да, поэтому есть локальные аукционы. По Европе это, например, аукцион Nixel. Там разные есть расширения, то есть там есть польские домены, там есть нидерландские домены, кучу других, там немецкие. Но минус аукциона этого в том, что иногда он может не забрать домен, на который вы рассчитываете. Например, так у меня было вот по польским доменам, потому что этот аукцион, он все равно иногда выступает как посредник. То есть, в первую очередь, конкретно кто забирает домен, это, например, вот как с точки зрения Польши был вот aftermarket.pl. То есть это вот уже прям местный локальный аукцион, где точно вы с большей вероятностью выкупите домен. То есть вот эти все локальные аукционы, относитесь к ним всегда вот с подозрением, потому что не рассчитывайте, что вы стопроцентной вероятностью заберете оттуда домен. Там бывает, что вы просто не заберете. Даже если написано, что вы самый типа highest bidder, то есть типа вы поставили самую большую ставку, пишет, что вы заберете, вы не заберете. Иногда это так. Вот, то есть готовьтесь к этому. Ам, Региональность при покупке доменов. Тоже, знаете, такой вопрос насущный, потому что много клиентов приходит и говорят там: здравствуйте, мне нужны там мне нужны домены под Марокко или мне нужен домен под Египет. Ты заходишь в поиск, смотришь, а по Египту там 3 каких-то корявых домена мертвых и все. Или там их 10, но найти их там нужно 2 недели потратить. И то они слабые. То есть не упирайтесь в региональность, когда это узкий регион. Просто посмотрите, вообще важна ли вам эта региональность. То есть проверьте топ в вашей стране, которая вам нужна. Кто там сидит? Региональные там домены или там просто .com домены. То есть посмотрите, кто там, какие там сайты, то есть историю этих сайтов посмотрите, и тогда уже делайте выводы, правда ли вам, что нужен региональный домен. Потому что вот клиент, который пришел и сказал, что там мне нужно по Марокко, я посмотрел его выдачу по его запросам и увидел, что там вообще нету доменов Марокко в топе. Вот, поэтому понимайте, что это не всегда обязательно. То есть и когда вы строите PBN-сеть, если у вас цель там, например, несколько проектов продвигать, то вы можете делать ее мультирегиональную, то есть на .com доменов с разным трафиком под разные страны, и так вы сможете ее использовать для разных проектов. Вот. Но если хотите, можете делать и прям узколокальную сеть. Например, иногда я тоже так делаю. То есть я беру какую-то страну и под нее вот узко прям вот только под эту страну делаю сеть. То есть я выкупаю конкретно домены этой страны. И это тоже очень классно работает. То есть представьте, у вас какой-то сайт в Кении, и вы хоп, и со своей кенийской сети там 50 сайтов, хоп, и 50 кенийских доменов ссылаются на него. Ну, это явно хороший положительный фактор будет для этого домена. Вот. Поэтому иногда можно неделями копаться в локальных доменах и в итоге не найти ничего. Вот. Не ограничивайте себя региональностью, иногда она приводит к тупику. Вот. Поэтому иногда лучше взять
лучше строить сеть просто из хороших и сильных доменов. Вот, давайте покажу кейсы, покажу, как это PBN вообще работает. Вот, например, кейс по аукциону GoDaddy. Был выкуплен домен с аукциона, по-моему, за 600 или за $800, и он был восстановлен. Мы также дополнительно туда накатили WordPress, чтобы можно было баннеры вставить удобно. И он собирает трафик из Марокко, Алжира, Египта и там еще много стран на самом деле, но эти 3 топовые. И поставили туда баннеры. Вот, как вы видите, он в день там в целом в среднем там 200-400 показов собирает. По-разному. Мы туда на самом деле даже не постили пока что никакие статьи. То есть это пока планируется, но мы просто восстановили и получаем 200-400 трафика в день просто на восстановленный сайт. Вот, что очень хороший показатель. Очень классный. Я бы сказал, что на самом деле максимально хороший результат при минимальных каких-то вложениях времени, сил и денег. Вот. Вот, например, кейс моего клиента в России, который у него юридическая тематика. И вот это скрин его позиций, которые мы продвигали PBN, используя всего 10 сайтов. То есть я ему нашел через аукцион Expired 10 сайтов. Мы там сделали статьи, ссылки с главной, ссылки со статей. И уже благодаря всего 10 сайтам, там вторые позиции, где-то первые, где-то третьи, получилось занять в Гугле. Причем достаточно быстро, буквально этот скрин мне прислали буквально через месяц от начала работ. И, пожалуйста, все вообще отлично. Но важный момент, этот сайт у клиента был уже хороший. То есть у него и трафик был, и ссылочная, и они занимаются сайтом давно. То есть ребята как бы уже SEO занимаются, и, соответственно, вот на таких сайтах PBN прям отлично отрабатывает. Вот. Есть вот такой вот кейс поменьше, но тут новорек в Африке за $10. То есть просто в Африке, например, эта тема работает, там можно каждый день там мониторить новореги, какие освобождаются. Ну, там освободился сайт вообще какой-то другой тематики. Там, не знаю, даже может быть магазин шин или ресторан какой-то. Это вообще абсолютно не важно. Например, когда вы используете стратегию главной страницы. Вот. И тут я сделал такую стратегию, собственно, ничего не восстанавливал, просто залил лендинг на главную, туда добавил ссылок с PBN, и он вот собирал себе сам трафик по ключевым вообще запросам, максимально коммерческим, максимально конвертируемым. Вот. Есть вот, например, кейс, да, почему всегда говорить, какие мы классные, а иногда вот не работает. И, например, вот такой кейс, был такой эксперимент. Мы выкупали сайты для моего клиента, который занимается мувингом. Мы выкупали сайты мувинговых компаний, которые закрылись, но которые раньше работали. У них там отзывы были в Гугле, там ссылочки какие-то минимальные были, но, если честно, они были очень слабые. То есть такие ссылки там можно за пару дней себе набить. Вот. Поэтому домен был слабый. Мы там статьи сделали по городам, то есть это был сайт вроде по штату Джорджия. Мы там сделали под каждый город, под каждую локацию статьи. Все это приправили ссылками с PBN, и это вообще не сработало никак. То есть, как вы видите, вот этот фиолетовый график показов, он вообще не поменялся. То есть вот это, что было до, это сайт просто, там не было статей, поэтому тут нету показов. Вот мы добавили статьи, пошли показы, мы добавили ссылки с PBN, ничего не отработало. Почему? Потому что нужно качать главную. То есть если вы зайдете в поиск Google в Джорджии, вобьете там Атланта Муверс, там или там переезды в Атланте, короче говоря, вы увидите, что там столько гигантов с миллионными бюджетами в SEO, что как бы поставив 10 ссылок с PBN сети, ну, топа не достигнуть, и это логично. Поэтому важно понимать вообще, с кем ты борешься,
с кем ты как бы в одной схватке стоишь и какие силы у тебя есть. Вот, соответственно, здесь мы понимаем, что когда сайт слабый, ссылки с PBN не отработают, при условии, что конкуренты ваши в разы просто круче. Вот, все, собственно, этот спич закончен. У меня уже все максимально горло пересохло, но надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, это была лекция интересная. Жду тогда ваши вопросы и Михаила, зрителей. Вот, спасибо, что выслушали. Вот. Артем, огромное спасибо. Вижу, у тебя большой опыт в самых разных регионах, такие довольно малоиспользуемые в SEO-шной среде, поэтому ты молодец. Я как географ прямо радовался, там Алжир, Марокко и так далее. Не самые Да. типичные гео, я бы сказал, в М. SEO-среде. Молодец, круто. Отличный Спасибо. доклад. Конечно, есть вопросы. На твой взгляд, важен ли трафик на сайтах в PBN-сети? Классный вопрос. Помню, даже отдельный доклад был про это. И тоже вроде у тебя в гостях был человек. Что ж, ну, пересказывать его слова, конечно, будет, наверное, неправильно, но там был поинт в том, что вообще не важен. Но тут вопрос, конечно, важен ли для чего. То есть, если мы говорим, важен ли PBN, то есть мы ставим просто с них ссылки, то, конечно, не важен. То есть важно, чтобы ссылка с этой PBN была проиндексирована. Вот это важно. Ведь если она в индексе, если она Гуглом проиндексирована, это равно Google ее заметил. То есть Google ее заметил, Google ее учел, и Google вам какой-то плюсик да поставил за это. Вот. А есть там трафик или нет, ну, это уже вопрос третий или пятый. Вот. Соответственно, если мы говорим про ссылки, то трафик не важен. А если мы говорим про там другие моменты, важен ли трафик, допустим, если мы хотим собрать трафик, то да, трафик важен. Вот. Спасибо. На твой взгляд, Артем, какие форматы сайтов PBN-сети хорошо работают, кроме вот стандартных таких блогов, статейников? Мгм. Ну, вот восстановленные сайты, собственно, которые тоже мы часто используем. Сайты-лендинги, где никаких нету блогов, просто лендос, про который тоже рассказывал. Только одна страница, и только ее используем, максимально туда гоним ссылок. Вот, вообще в PBN хорошо работают все сайты, на которых вы нагоните много ссылок. То есть это прям вот важный такой формат. И, наверное, я даже не знаю, какие еще бывают другие форматы сайтов. Сейчас все, что я вижу у конкурентов и у нас, это вот либо блоги, либо главная страница, либо подклейка, либо восстановленный сайт. Вот я бы такие категории сделал. Мгм. Я время от времени встречаю там разные PBN-ки в разных тематиках и регионах. Например, сейчас модно делать рейтинги, видно, с такой А, с нацеленностью попадать в и ответы там и так далее, 10 там чего-то, м, и клепают там. Потом делают форумы, ну, такой а-ля Reddit, но на такой, на минималках, в микро таком масштабе. Видимо, что-то с Reddit тоже парсят, и нейронка там все генерит обсуждения, то есть все такое, типа как user-generated. м, Еще что-то, что же я встречал? Ну, типа какие-то как заброшенные, восстановленные сайты всяких B2B там компаний и так далее, и там тоже типа раздел статей там красиво оформляют и все. Прикольно. А еще, знаешь, лет 10-15 назад была тема, ты, может, встречал, я в последнее время что-то не интересовался. Это как бы есть, например, ник где-нибудь на Тамблере, на wordpress.com, вот эти Web 2.0 бесплатные блог-платформы. И Мгм, там, например, какого-то пользователя с каким-то ником взяли и за какой-то, видимо, спам, он там фигачил каким-нибудь хрумером, они его заблокировали, удалили его аккаунт, и этот аккаунт снова стал доступен. Если ты его зарегаешь под этим же ником, то у тебя будет определенный жир, там, ну, типа под домен там прокачанный и так далее. И вот даже был софт, когда вот охотились на эти какие-то, ну, как перехват Web 2.0 этих ников или там аккаунтов получается. То есть он никому не нужен, но если ты мониторишь, там по ссылочному смотришь,
или там по всяким репостам там в соцсетях, то типа вот так. Сейчас не встречал такого, или это ждет нас новая реинкарнация вот этой вот штуки? Или что-то забытое Слушай, из прошлого? интересная тема, я такое даже не слышал. Нет, слушай, я вот сейчас по этой работе стараюсь вообще на форумы не заходить как-то. Мгм. Раньше пользовался там и Quora, я помню, ссылки с Quora постоянно все ставили. Мгм. И с Reddit там было тоже важно ссылки получать. Но как-то потом я понял, что все эти форумы, они вообще ни на что не влияют абсолютно в ссылочном. Ну, Мгм. сейчас я думаю, что точно. Сейчас как будто вот Google обожает статейные ссылки, Мгм. поэтому больше вот про это. Ну да. Плюс форумы заспамливаются обычно, если у них там нет какой-то такой схемы грамотной по карме, чтобы сами пользователи. А если этих пользователей еще и нет, то кто там будет следить за порядком? Да, на Вот, хорошем форуме ссылку не поставить вообще. да, совершенно верно. Есть ли эффект от PBN для попадания в нейровыдачу? Может, ты какие-то замечал там, что именно влияет и работает ли или нет? Ну, я вообще замечаю, что какие-то статьи попадают в нейровыдачу. У меня даже вот всегда промпт настроен под все статьи. Я пишу там типа первый абзац обязательно должен быть как в Википедии, то есть такой Википедия стайл абзаца, должен отвечать на запрос максимально, там использую факты, цифры, там статистику, там раскрою вообще максимально экспертно так, чтобы попасть там в featured snippet. И, короче, вот так вот описываю, и он мне всегда во всех статьях первый абзац максимально сочный такой делает. Я думаю, это очень классно, влияет. То есть вот я приводил пример сайт про регби. Вот у меня есть такой один сайт в сетке, там вот он прям блог про регби. И я туда прям наштопал кучу статей информационных, типа сколько длится матч в регби, а сколько там игроков, а там что делает судья. То есть это такие статьи, они вообще коротыши даже, но это и хорошо. То есть они как бы и должны быть коротышами. Но они максимально экспертно там отвечают на вопрос, сколько длится там матч в регби. И, собственно, это написал сайт, который называется "Регби". Вот, и Google понимает, что, ну, это же вообще класс, я вообще топ-1 сейчас этому сайту дам. Вот, и это работает. Мгм. Вот. Спасибо. Так, следующий вопрос. Вот, БСК-777 пишет. Google падок на паттерны. Я всегда оставляю 15-20 ручного шума в кавычках, разные плагины, случайные посты, разные форматы изображений. Вот как прокомментируешь такой подход? Да, да, тут на самом деле, чем больше у вас паранойя, тем больше можно придумать разных вообще футпринтов, которых в Гугле, возможно, даже нет. Но это все правильно, у меня тоже паранойя, поэтому я максимально все стараюсь делать разным, как я вот рассказывал про уникальный дизайн сайта. И разные плагины тоже правильно, потому что, ну, один набор плагинов — это слишком палевно. Вот, форматы изображений, ну, не знаю, насколько это прям, футпринт. Я бы просто использовал разные изображения там, потому что, например, XGPT-райтер, он, изображения генерит через, фотостоки. И вы можете, когда вы пишете там 20 статей про футбол, вы можете заметить, что в них примерно одни и те же картинки будут. И это вот точно палево. Поэтому лучше использовать, разные фотостоки, разные картинки. Короче, лучше подходить к этому вопросу всегда. Ну, вы возьмите 20 статей и посмотрите, вот насколько они похожи между собой. Если вы понимаете, что похожи, ну, явно надо что-то менять. Вот. И, соответственно, к сайтам такое же отношение должно быть. Максимально все делайте разным. То есть вообще в идеале даже советуют там а-ля разных разработчиков нанимать. То есть у вас не один разработчик клепает всю сеть, а там несколько. Вот, но это, наверно, нужно какой-то подвал с индусами, чтобы так делать. Но я, к счастью, рабский труд не использую, поэтому у меня один-два человека. Вот. Мгм. Спасибо. Макс Уральцев пишет такой комментарий. Если PBN коммерческий, то лучше делать такой сайт на HTML. Вот тоже прокомментирует свой взгляд на такой подход. Ам, ну, важно мне понять, что такое PBN коммерческий. Ну, наверное, который, вы продаете человеку, он его сам дальше использует как хочет, наверное, если так.
то лучше делать такой сайт на HTML. Ну, да, я встречаю людей, которые говорят, что вот нам на HTML важно, вот нам важно статик, чтобы было. Ну, я не знаю, в чем смысл. Как бы 80% сайтов в интернете, могу ошибаться, но цифра примерно такая, на WordPress. Поэтому если вы считаете, что сайт должен быть на HTML, чтобы не соответствовать футпринту какому-то, то это заблуждение. То есть нету какого-то определения, на чем должен быть сайт, чтобы он подходил для PBN. Он может быть на чем угодно вообще. Хоть на WordPress, хоть на HTML, хоть на любых виксах, на вообще всевозможных конструкторах. Да хоть в блокноте можете его написать. Это вообще не имеет никакой абсолютно корреляции с эффективностью. Вот. Мгм. Спасибо. Ну, может, тут Мгм. плюсы в том, что HTML там не взломают, только если Да, хостинг сам. это, да, определенно плюсы. Но я скажу так, на моей практике вот нас пытались взломать, там на один сайт даже логин подобрали уже, вот мы вовремя заметили, но так и не взломали ни разу. То есть я слышал истории, да, что есть ребята, которые там сетку свою проверяют, хоп, а там по Сингапуру там 10 тысяч трафика вдруг пошло, потому что их взломали и там контент налили. Вот. Я такого просто на своем опыте не встречал, но такое бывает действительно. Вот. Мгм. Да, HTML в этом плане безопаснее. Спасибо, Артем. Вот Макс Уральцев поясняет по своему комментарию. В Ага. плане защиты, да, HTML лучше и спокойнее. Вот коммерческий он имеет в виду PBN без статей, а 5-10 страниц просто. Видимо, Мгм. там под какую-нибудь контору. Да, да, в этом случае HTML это хорошая задача, если вы сайтом не будете дальше работать. То есть HTML и статика, она хороша тем, если вы просто делали сайт, и все, он у вас так и будет лежать, потому что работать с ним потом будет тяжело. То есть туда статьи публиковать будет очень сложно и долго. Поэтому это минус такого сайта. А если у вас он будет стоять все вот в таком виде, то HTML окей. Мгм. Спасибо. Так, следующий вопрос. О, Макс Уральцев снова так пишет комментарий. Вопрос: имитируете ли трафик по ссылкам с PBN? Вот у меня выступал Денис Нарижный из Мгм. Кручу-Верчу, ну и он там профессионально с командой занимается накруткой. И мы с ним и беседовали на конференциях, там в кулуарах много раз. У него подход делать хорошую PBN-ку и еще усиливать переходы по этим ссылкам с PBN-ки на продвигаемый сайт. А я вот лично, например, не задействую поведенчески. И, ну, и тот подход я вижу, что работает нормально. Вот ты как к этому относишься, к тому, чтобы усиливать переходами еще ссылки с PBN? Но я думаю, в любом случае дополнительная работа с ссылками от PBN, она будет только в пользу. То есть любые соцсигналы, там переходы, это все только будет в плюс. Но опять же, я этого не пробовал, не могу сказать тут, как это работает. У меня просто работает и без этого, вот. Может быть, с каких-то совсем грустных PBN это действительно нужно делать, но я стараюсь грустные PBN не делать, то есть какие-то совсем домены плохие не покупать, и там все работает и без этого, вот. Мгм. Спасибо. Так, тут смотрю обсуждение. Так, так. Ну и пока вопросы закончились, мы тут практически Мгм. в час с тобой идеально уложились. Артем, огромное спасибо. И, вот еще, смотри, тут, не, вопросы сразу посыпались. Ну давай, еще немножко есть. Макс Уральцев спрашивает, а можно ли реанимировать тематичный дроп-домен с хорошими ссылками после размещения казиношной темы? Или этот дроп уже бесполезен для передачи веса? А, ну, там реанимация возможна на время. Ну, то есть, вот этот дроп-домен после казиношной темы, там эта казиношная тема чаще всего был прогон, сайт поднялся в топ там на 2 недели, месяц и упал. И вы, покупая такой домен, ну, можете разве что свое казино туда залить, также прогон сделать, получить там какой-то трафик, на месяц, там, на 2 недели, и он опять просядет. То есть это все временная история. Я много вижу таких доменов в Ahrefs, которые там вот пик был, потом просадка, потом опять пик, опять просадка. Вот, то есть, можно, но мне это не сильно интересно, потому что это, ну, реально на неделю там. Я просто не делаю вообще сайты, чтобы они работали неделю или месяц.
Мне интересно, чтобы они в целом работали и не заканчивали работать. Вот. Еще тут вопрос Спасибо. второй. Сейчас, Да-да, извиняюсь тут. да, Этот вижу. дроп уже бесполезен для передачи веса. Ага. Но, скорее всего, он будет бесполезен для передачи веса. То есть, поскольку он упал в запросах в поиске, ну, он и в глазах Google тоже упал. Поэтому там нет смысла от его ссылочного уже. Вот. Мгм. Спасибо. Так, следующий вопрос. LLI Seed спрашивает, или LS Seed, ник, извиняюсь, если неправильно произнес, почему сервис Google Конструктор сайтов не индексирует сайт, сделанный на собственном конструкторе? А, Ну, Ты я клепаешь на думаю, Google сайтах что-нибудь? нет. Э, Ну, я думаю, что в Гугле нету такой инструкции, как проиндексировать сайт. Первый пункт — сделать его на Google конструкторе сайтов. Ну, чтобы сайт проиндексирован, да, можете загуглить, там, не знаю, правила индексации, причины, почему сайт не в индексе, и вы, ну, найдете ответ на свой вопрос. То есть ссылок нагнать, качество сайта должно быть хорошее и так далее. Вот. Мгм. Да. Я думаю, еще, возможно, причина в контенте. Посмотрите, может, вы там просто нейросеткой там клепаете и не проверяете ничего. Да, да, Ага. Вот Макс Уральцев пишет, спасибо за ответ. да, На пожалуйста, данный спасибо за момент вопрос. вопросы закончились. И, Мгм, Артем, по традиции скажи, чем ты можешь быть полезен зрителям. мгм. Итак, вот, собственно, слайд, где я про себя рассказывал. Чем могу быть полезен? Ну, я ищу домены. Это первое, наверное, самое важное, что есть в работе PBN — найти домен. Поэтому вот я ищу домены на заказ, кучу разных стран, любые страны вообще, любые гео, любые тематики, белые, серые, зеленые, фиолетовые. Вот, обращайтесь ко мне. Ам, Также я, соответственно, не только ищу домены, но и использую их в целях SEO, то есть делаю там PBN-сетки, еще что-то, подклейки и так далее. То есть а, много разных историй вообще. Можно делать доменами и PBN на заказ, там можно поднять еще что-то. Вот, поэтому обращайтесь, любая страна, любое гео. а, Вот, могу помочь с PBN-ками и дропами. Да, и еще также напомню, что я сейчас делаю свой курс про PBN. Там уже отснято несколько роликов, он еще не до конца готов, но если есть люди, ко мне частенько пишут люди, кто спрашивает, а как там что делать, как там восстанавливать, как там то все. Вот, я подумал, что классно сделать такой курс, поэтому вот он есть у меня уже там половина. Если кому-то интересно, тоже обращайтесь, научу вас PBN. Молодец, что знания, так сказать, упаковываешь и людям как бы предоставляешь. Это здорово. Да. Потому что можно собираться годами, какой-нибудь курс, я вот по себе знаю, там по каким-то темам хочу сделать, и руки не доходят, и так ты и не сделал, короче. Вот это вот самое вот плохо. Мгм. А мог бы кому-то пользу принести. Вот это совсем такое. Да, но у тебя курсов, по-моему, тоже много хороших, я знаю. Ну, у меня один и книжки, но я его М, просто регулярно там обновляю, провожу, но так надо расширять, короче, спектр. мгм. Ну да. Артем, огромное спасибо тебе за отличный доклад, за то, что поделился знаниями, всякими фишками, приемами. И будет желание, опять приходи, снова буду рад всегда. Спасибо. Спасибо тебе за возможность, что дал выступить. Классный канал, классный ты специалист. Спасибо тебе, что позвал. Спасибо большое. У нас, как, знаешь, народный микрофон, и он такая онлайн нон-стоп конференция SEO-шная, поэтому супер Мгм. вообще. Да, Ага. Ну все, на этой позитивной ноте завершаем наш вебинар. Всем спасибо, до новых встреч и увидимся в топе. да. Всем пока.